Хочешь зарабатывать деньги трейдингом? Тогда стоит усвоить японские свечи. Досмотри этот ролик до конца, и ты будешь понимать японские свечи с одного взгляда на график. Это колоссальное преимущество для трейдера, потому что ты будешь быстро понимать текущую ситуацию на рынке и быстро принимать торговые решения. Это особенно важно в таких стилях торговли, как скальпинг и интрадей. Все, что расскажу в этом ролике, применимо на любом рынке, будь то рынок Форекс, криптовалюта или бинарные опционы. Абсолютно без разницы. График с японскими свечами самый популярный среди трейдеров, на самом деле не зря. Представленная информация достаточно наглядна и передает все наиболее важные параметры о текущей рыночной ситуации. Также нередко трейдеры используют барный график. Вот так вот он выглядит. На первый взгляд ничего не понятно, но на самом деле барный график и японские свечи отображают одинаковые параметры, но по-разному представлены графически. Сам я пользуюсь японскими свечами и считаю наиболее удобным вариантом. А вы какими графиками пользуетесь? Обязательно напишите в комментариях. Мне будет очень интересно. График с японскими свечами состоит из свечей, оно и логично из названия. Каждая такая свеча несет в себе информацию об изменении цены за определенное время. Свеча состоит из тела и теней. Тело свечи – прямоугольник, который отображает цену открытия и цену закрытия свечи, то есть цену первой сделки и цену последней сделки за определенный период. Фитиль – тень свечи. Хвосты, которые отходят от прямоугольного тела свечи вверх и вниз, обозначают, до каких максимальных и минимальных цен совершались сделки за определенный период. Также бывают свечи, у которых отсутствует одна или обе из теней. Такое происходит, если цена открытия и закрытия и есть ее максимальные и минимальные значения. Свеча бывает в двух состояниях. Растущая. Свеча показывает рост цены актива. Например, свеча открылась по цене 250, а к моменту закрытия цена выросла до 251. То есть цена закрытия оказалась выше цены открытия. Цвет, как правило, белый или зеленый. Но на самом деле в торговом терминале цвет можно настроить любой по желанию. Падающая свеча показывает снижение цены актива. То есть цена закрытия оказалась ниже цены открытия. Цвет, как правило, черный или красный. Для чего используют график с японскими свечами? График отображает изменения котировок визуально, и это позволяет быстро проанализировать, как менялась цена за определенный период времени. Например, за один день, несколько недель или лет. С помощью биржевых графиков и других вспомогательных инструментов трейдеры строят свои прогнозы, предположения о возможном движении цены в ту или иную сторону. А как вы определяете, в какую сторону пойдет цена с большей вероятностью? Какие инструменты используете помимо графика? Пишите в комментариях. Таймфрейм – временной интервал, необходимый для группировки цен финансового актива при построении одной свечи на графике. Если очень просто, таймфрейм – время формирования одной свечи. Каждая свеча на графике будет показывать данные ценовых изменений за этот период. Таймфреймы доступны в терминале Quick. Тиковый, минутный, двухминутный, трехминутный, четырехминутный, пятиминутный, 10-минутный, 15-минутный, 20-минутный, 30-минутный, часовой, двухчасовой, 4-часовой, дневной, недельный и месячный. Например, минутный таймфрейм. В нем каждая свеча на графике формируется на основании данных за 1 минуту. На часовом таймфрейме одна свеча будет формироваться 1 час и так далее. Достаточно часто новички ошибочно полагают, что, например, дневной таймфрейм отображает на графике подробные движения цены в течение всего дня.
А на самом деле дневной означает, что каждая свеча на графике формируется в течение одного дня. Поэтому, если хотите увидеть более подробную историю изменения цены актива на графике, необходимо выбрать меньший таймфрейм, если это возможно. Например, для дневного можно использовать 4-часовой таймфрейм. Таким образом, сможем увидеть больше информации о движении цены в течение дня. Если хотим увидеть еще подробнее, то можем выбрать часовой таймфрейм или еще меньший. Для отображения движений внутри одного дня используют от минутного до часового графика. Для обзора исторических промежутков в несколько лет обычно используют дневной, недельный или даже месячный график. Также от выбранного периода графика зависит суммарный объем свечи. Объем показывает, какое количество лотов контрактов было передано из рук в руки за определенный таймфрейм по финансовому инструменту. Многие часто путают и думают, что объем – это количество заключенных сделок за определенный период времени. Но это не так. Вот пример. Иннокентий продал 30 лотов акций Сбербанка, а Алеша купил эти 30 лотов. Заключена одна сделка, а объем в этой сделке 30 лотов. Этот объем и будет отображаться в столбике гистограммы. Кстати, дорогие друзья, если я вам помог и вам понравилось это видео, пожалуйста, поддержите меня, поставьте лайк, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. Это будет меня мотивировать выпускать еще более крутые ролики. Обратите внимание на вертикальные столбики под графиком акций Сбербанка. Например, на минутном таймфрейме этот столбик показывает, на какое количество лотов были совершены сделки за 1 минуту. Вот в этой свече за 1 минуту прошел объем в 32 135 лотов. А если мы поставим, например, 15-минутный таймфрейм, то здесь каждый вертикальный столбик показывает, какое количество лотов было передано из рук в руки за 15 минут. Вот мы видим, прошел объем в 542 377 лотов. Хочу подметить некоторые моменты. На графике акции мы видим объем в лотах, потому что акции на бирже не торгуются поштучно, а торгуются лотами. Один лот – минимальный объем покупки на бирже. В лоте может быть и одна акция, и 1000. Например, в Сбербанке один лот содержит в себе 10 акций. Но если мы смотрим график фьючерсов, то там объем будет в контрактах. Сделки по фьючерсам заключаются контрактами. Японские свечи не просто показывают цену открытия, закрытия, максимальные и минимальные значения за определенный промежуток времени, а также используются трейдерами для прогнозирования дальнейшего движения цены. Определенные свечные модели могут подсказывать возможный разворот цены, либо наоборот продолжение текущей тенденции. У каждой такой модели имеется свое название. Их достаточно много, поэтому рассмотрим их в другом видео. Однако хочу предупредить, такие модели, как и другие способы анализа, имеют вероятность отработки. Поэтому если трейдер видит свечную модель, которая говорит о том, что рынок развернется, то далеко не факт, что рынок действительно развернется, а не продолжит свое движение. Если сегодняшний урок был полезен и вы уже стали лучше понимать график с японскими свечами, то ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Ну а я с вами прощаюсь. Всем спасибо за внимание. С вами был Razer. До новых встреч. Пока.